Давайте больше, больше этого достаточно. Почему? Потому что, читая воспоминания современников, я поняла, что значит, это один из любимых поэтов Николая Рубцова. Он очень любил Есенина и творчество изучал. Я тоже очень люблю нашего великого русского поэта. Посвятила несколько стихотворений. Прочту одно из них. Во времена страны Советов, когда был лучшим красный цвет, среди созвездия поэтов один скандальный был поэт. Воспел он Русь с ее красою, с ее защитой удалою и доблестью былых побед. Песни такой не слышал свет. Москва кабацкая гуляла в его стихах, храня бред. Он знал, что смерть его искала, ушел, оставив звездный след. И боль, и горечь, цену славы в бокале жизни недопитом, слова в прощальный день отравой ему в час лицемерия влиты. Менялось время, дни менялись, вождей чередуя их портреты, чтобы покорнее все стали, в народе вновь ввели запреты. Опасна рукопись поэта, а власти сложенное слово. Гонения, увы, не новые. В опале тот, кто был с поэтом. Исчезли рукописи, песни, царит затишье, бури нет. В почете бездари и в лести скандальный запрещен поэт. Не сможет никогда заставить власть замолчать простой народ. Хоть всех в ГУЛАГ она отправит, цинком, свинцом закрыв их рот. Прошли года, мороз и ветер, в глубинке странствующий зэк, чтобы согреться в темный вечер, пришел просить себе ночлег. И принятый там кочегаром, от 3 котлов согретый паром, он чаю крепкого испил и о запретном говорил. Тогда тот бывший заключенный движением выбитой руки из-под фуфайки серой, рваной, поблекшие достал листки. И желтыми, сухими пальцами он развернул один из них. Зажав как будто между пяльцами, прочел скандальный жгучий стих. Его прокуренный весь голос звучал из сгорбленной души, стараясь передать те чувства, что изложил поэт в тиши. Далекой, лунной, темной ночи, под кровом сельского двора, когда пытался ветер в щели пролезть, сказать, что жизнь — дыра, но не нужна была подсказка тому, кто излагал свой стих, и старая его тетрадка просила ветер, чтоб затих, чтоб не мешал он ее другу излить всю душу на листок. О, сердце, как оно пылало, но я, как прежде, одинок. И разлилась душа поэта, как половодье крупных рек, чтоб напоить запретной влагой даже за ним грядущий век и расплескаться в небе синим, алым костром молодой зари, над рощами и над озерами, там, где воркуют сизари. Ночь пролетела, щель уткнута, свеча вся сожжена дотла. Не знал поэт на ту минуту, спустя 50 лет, котла здоровый укротитель, в угольной саже кочегар, покорный слушатель и зритель, питает его сердце жар. Дослушав хриплый глаз седого и жизнью загнанного зэка, спросил здоровый кочегар, стих тот какого человека? Убрав листок, как слиток золота, карман трепеща и лелея, зэк распахнул грудь, там наколота тетрадь и надпись «Рукопись Есенина Сергея». Спасибо. Спасибо большое, Алене. Да, будем сейчас пытаться доставать. Ребята, что хотите?
Да, кстати, покажите это.